Эти 5 вещей нарцисс крадет у тебя, когда ты находишься с ним в отношениях. Конечно, прежде всего он крадет у тебя энергию и чувство какой-то полноты жизни, но также в этом видео я расскажу о 5 вещах, на которые стоит обратить внимание, которые ты теряешь, находясь в отношениях с нарциссом. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы разбираем, собственно, те вещи, которые нарцисс у тебя похищает, которые он тебя забирает. И если эта тема вам кажется интересной, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в своих соцсетях, и мы начинаем. И первая вещь, которую, очевидно, нарцисс у тебя забирает, когда ты находишься с ним в отношениях, это твой круг общения, твои близкие, друзья, знакомые, твоя вообще семья. Вначале на стадии лавбомбинга или идеализации, когда нарцисс уделяет вам очень много внимания, очень много каких-то вот приятных вещей он говорит, какие-то красивые знаки внимания, подарки, звонки и так далее, его очень много. Формируется такая стадия слияния, когда вот ты и я, мы как будто бы одно сердце, вот вместе на двоих, мы вот вместе находимся в одном каком-то процессе. И затем он уже из вот этого слияния старается вас не выпустить. То есть, когда вы начинаете как-то говорить о том, что вам нужно встретиться с кем-то из своих знакомых, там, подруг, я не знаю, может сходить там куда-то к семье, он всегда говорит о том, что ну а как же я, а как же наши отношения, а как же наше вот это все, зачем ты будешь туда ходить, если мы вместе сможем с тобой лучше провести время. Заканчивается это все тем, что вы уже начинаете как-то подбираться, когда вам нужно позвонить кому-то из своих родственников или написать кому-то из друзей. Вы вот только берете в руки телефон, он на вас так смотрит, и вы понимаете, что это как будто бы не разрешено в ваших отношениях. Соответственно, ну, поскольку вы постоянно находитесь как будто бы между таким молотом и наковальней, вы хотите не хотите, медленно дистанцируетесь от своих близких, знакомых, от своей семьи, от вашего круга общения. Таким образом, он завладевает вами и становится чуть ли не единственным человеком, с которым вы общаетесь. То есть нарцисс забирает у вас вашу социализацию. Вторая вещь, которую нарцисс у вас забирает, это ваши деньги. Причем это не какой-то такой прямой отъем, когда он как-то там ворует у вас. Нет, я имею в виду, что когда вы находитесь в отношениях с нарциссом, вы в какой-то момент понимаете, что ваши расходы начинают расти. Вам нужно больше тратить денег, потому что вы постоянно заняты его какими-то потребностями, потому что он постоянно придумывает себе какие-то проблемы, которые вы вдвоем должны решать. Таким образом, он как бы получает от вас нарциссический ресурс, ваше внимание, ваше участие в его жизни. Кроме того, часто бывает так, что когда вот женщина находится в отношениях с нарциссом, она понимает, что ситуация как-то выглядит так, что мы на нас тратим мои деньги, а он на себя тратит его деньги. И получается, что вот так или иначе, даже если прямо вроде бы как вы не замечаете, что он у вас деньги забирает, но вы понимаете, что в этих отношениях ваши расходы как-то непомерно увеличиваются. И куда все уходит, в принципе, даже и непонятно. Третья вещь, которую у вас забирает нарцисс, это ваше время. То есть постоянно находясь в отношениях с нарциссом, он же вас как-то притягивает, он старается удержать ваше внимание на себе. И постоянно у него есть какие-то вот ситуации, проблемы, которые как бы высосаны из пальца. То есть вот он вам говорит, помоги мне выбрать, я не могу выбрать там, не знаю, какую-нибудь что-то, одежду или какую-нибудь там еду. И вот этот вопрос начинается как-то вместо там, где можно за 5 минут все решить, он решает за час. Он вовлекает вас в эти решения, а когда вы начинаете ему помогать, он начинает обесценивать вашу помощь. То есть ему очень важно, чтобы вы находились возле него, вы с ним как бы нянчились, грубо говоря. И таким образом он понимает, что значит я важный, раз позволяю себе так себя вести, и со мной вот, тем не менее как бы нянчатся, обо мне заботятся. И он постоянно вас вовлекает в какие-то свои процессы. Вы очень скоро понимаете, что ваше время куда-то как песок сквозь пальцы просыпается, уходит на какие-то такие вот проблемы, которые, в общем-то, ну, яйца выеденного не стоят. То есть это не какие-то житейские проблемы, которые у всех у нас есть, а такие проблемы, которые, ну, как бы искусственно созданные. И вы решаете эти проблемы, вы постоянно уделяете внимание ему, постоянно ваше время уходит на то, чтобы находиться в его процессах, в ковырянии, каком-то исследовании его потребностей, и на себя у вас времени не хватает. Часто женщины замечают, что вот вначале, во время лавбомбинга, все было так интересно, и все время уходило на эти отношения, мне не хватало времени ни на что другое. А сейчас, в принципе, оно как бы не особо уже так вот интересно, вроде бы как уже должна быть такая фаза, когда мы должны как-то, ну, более спокойно находиться в отношениях. Но все мое время уходит на эти отношения, на него, на придуманные проблемы, на себя меня времени не хватает. То есть время это то, что нарцисс также у вас отнимает. Еще одна вещь, которую нарцисс у вас отнимает, это ваша индивидуальность. То есть я уже говорил о том, что нарцисс любит, чтобы вот он со своим близким человеком находился в слиянии, где он как бы этим слиянием руководит. То есть мы вместе решаем то, что нужно мне. Мы вместе желаем чего-то, ну, чего как бы подкидываю я. То есть я инициирую, что мы будем делать. Я создаю какие-то, в общем-то, основные нарративы того, что в наших отношениях происходит. Соответственно, вы можете очень скоро заметить, что вам приходится отказываться от своих сначала каких-то хобби, потом, возможно, вам нужно как-то в карьере подвинуться. То есть он начинает говорить, что твоя работа мешает нашим отношениям, важно, чтобы ты была вот больше времени уделяла, не знаю, там, детям, хозяйству, мне, там, еще чему угодно, но вот твоя работа, наверное, то, что нам немножко не подходит. То есть вы
лишаетесь этой своей идентичности. В результате получается, что нарцисс стремится к тому, чтобы вот человек, который рядом с ним находится, имел одну единственную идентичность. Это вот он находится рядом со мной. То есть вот я нарцисс, а рядом со мной есть человек, который все, что он делает, это крутится вокруг меня, как спутник вокруг какой-то планеты. Это связано еще и с тем, что нарцисс сам по себе, он имеет лишь такую фасадную маску, то, что он предъявляет окружающим, он сам не понимает, кто он такой, он не является кем-то таким вот устойчивым, соответственно, ему невыносимо иметь рядом с собой женщину, у которой есть какие-то идентичности, у которой есть какая-то индивидуальность. А вы должны быть только вот как бы обслуживающим эмоциональным, так сказать, персоналом вокруг него. И пятая вещь, которую нарцисс у вас забирает, это ваше состояние счастья, ваше состояние такой устойчивости, уверенности, какой-то сбалансированности. Связано с тем, что вот так вот ты целый день проведешь в этих всех каких-то решениях проблем, ссорах, спорах, непонятных каких-то ситуациях. К вечеру вот вся напряженная такая, истощенная, уставшая из-за непонятно чего, потому что мы любим чувствовать, знаете, чувство такой усталости после того, как ты целый день чем-то приятным занимался. Это был активный отдых, это была работа, еще что-то. Я устал, потому что я что-то сделал. А здесь такая ситуация, что вы как бы чувствуете усталость, истощение, а ничего не происходило. Происходило какое-то такое буксование на месте, решение этих высосанных из пальца проблем, какое-то вот обслуживание его каких-то надуманных, совершенно бессмысленных потребностей. В результате вы в какой-то момент можете заметить, что я уже забыла, когда я последний раз чувствовала себя не то что счастливой, а просто вот какой-то спокойной и уравновешенной. Это также то, что нарцисс у вас отнимает. Что нарцисс не может у вас отнять ни в коем случае? Нарцисс не может у вас отнять то, чего нет у него у самого. Он не может отнять у вас чувство уверенности в том, что вы заслуживаете любовь за то, что вы существуете, за то, что вы есть, за то, что вам есть за что саму себя любить, потому что это то, чего нет у него. И когда вы понимаете, что вы находитесь в отношениях с человеком, пусть то человек с нарциссическим расстройством личности или человек просто с нарциссическими чертами в рамках какой-то более вот такой гармоничной личности, ну вот вы понимаете, что он высасывает из вас весь этот ресурс, вот этот вот время, деньги, вашу семью он как-то от вас отдаляет, он забирает вашу индивидуальность, забирает у вас счастье, вы можете всегда найти опору, найти какую-то устойчивость в том, что вы-то у себя есть, и вы это тот человек, который может себя любить. Вы заслуживаете, по крайней мере, собственной любви. Вы это можете почувствовать, а он этого почувствовать не может. Поэтому вы можете на это опираться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть такой печальный опыт общения с нарциссами, что нарцисс чаще всего у вас забирал. То есть это время, деньги, не знаю, счастье, чувство вашей профессиональной идентичности или не знаю, хобби запоминал, ваш социальный круг он забирал. Я буду благодарен, если вы напишите такие примеры из собственной жизни. Если вам это видео понравилось, тема кажется важной, ставьте лайк. Для меня очень важны ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал. Можете этим видео поделиться в своих соцсетях, чтобы ваши друзья посмотрели. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках.